Троллейбус, слава богу, отапливался. Андрей разглядывал чеканку из ледяных узоров на оконном стекле, сделанные пассажиром оттиски детских ручек на льду. В проталинке заглядывал на бегущие мимо дома. Приятное тепло снизу расслабляло утомленное после рабочего дня тело. Дыхание заледеневшего стекла освежало отупевшие от дневных проблем мозги. День выдался, мягко говоря, напряженный. Типография требовала оплаты, главбух зло выворачивал карманы, доказывая, что в кассе денег нет. Заказчики с предоплатой не спешили. Шеф давил на Андрея. «Ты у нас главный редактор издательства или кто? Требуй с заказчиков денег. Договорись с типографией. У нас впервые форс-мажорная ситуация». Андрей весь день висел на телефоне, требовал, уговаривал, убеждал заказчиков. Кланялся типографскому заму, просил, объяснял, брал обязательства и соблазнял выгодами. К вечеру разрулил ситуацию. Шеф даже обещал премию к Новому году. Измученно подвывая, троллейбус остановился. Андрей очнулся. Его остановка. Едва не сбив женщину в проходе, успел выскользнуть из злобно лязгающих дверей, споткнулся обо что-то или о кого-то, едва не упал. Кротко взвизгнула собака. Широко и неудобно перешагнув, еще раз споткнулся о словно нарочно путающуюся под ногами животину. Снова визг, еще одно неудобное подпрыгивание. Мелькнула мысль. Подумают, пьяный кренделя выделывает. Андрей наконец увидел, на кого он старался не наступить. В 2 шагах от него жалость, смотрела виновато, и почему-то не убегала собачка величиной с лайку народной породы. Судя по длинной неухоженной шерсти, бесхозная. Попрошайничает на остановке. Без злости подумал он. Собака, поджав переднюю лапу, едва слышно поскуливала. Отдавил, что ли? Чуть виновато подумал Андрей. «Зачем под ноги лезешь, собака?» Безразлично буркнул он и зашагал вдоль сквера к перекрестку. Морозный с ветерком вечер не располагал к праздным созерцаниям и длительным размышлениям. У продуктовых ларьков на подходах к перекрестку от вкусного запаха пирожков желудок судорожно сократился, рот заполнился слюной. С утра ведь маковой росинки во рту не было. Поняв, что не дойдет до дома и умрет с голода, не дождавшись ужина, Андрей купил сочный горячий пирожок. Впившись во вкуснятину зубами, боковым зрением увидел шедшую рядом собаку, на которую наступил, выходя из троллейбуса. Наклонив голову, собака внимательно наблюдала за пирожком. Заметив взгляд человека, облизнулась и вежливо шевельнула хвостом, словно извиняясь. «Есть хочешь, собака?» — спросил Андрей, ничего не обещая. Он не чувствовал себя обязанным кормить бездомных собак. Оглянувшись на перекрестке в обе стороны и пропустив машину, перешел дорогу. Откусив от пирожка еще раз, заметил, что жирная мясная начинка вываливается. Чтобы не испачкать куртку и брюки, остановился, склонившись пирожком вперед. Едва кусочек фарша упал на покрытый льдом тротуар, как его тут же подобрала та белая собака. Торопливо отодвинулась на пару шагов, вежливо села, шевельнув хвостом, внимательно посмотрела на остатки пирожка в руке человека. «И чего ты за мной идешь?» Не ожидая ответа, спросил Андрей. «На вот, и отстань». Он бросил остатки пирожка собаке. Та поймала кусочек, моментально проглотила и вопросительно уставилась на человека. «Нет у меня ничего. Иди». Андрей шевельнул рукой, подтверждая желание расстаться. Почувствовав, что пирожком он извинился перед животиной за отдавленную лапу, Андрей бодро пошел навстречу домашнему теплу и ужину. Желудок, задобренный горячим пирожком, блаженствовал. Доставая у подъезда ключи, он вновь увидел сидящую рядом белую собаку. Приподняв лапу, она едва заметно подрагивала и чуть слышно поскуливала. «Замерзла, что ли?» – безразлично спросил Андрей. Ветерок вообще-то потягивал холодный. «Извини,
подъезд я тебя не впущу. У нас чисто, да и кошки там. Где-нибудь в подвале ночуй». И скрылся за дверью. Квартира встретила теплом и запахом ужина. «Ох, Надюш, как я сегодня устал!» Пожаловался Андрей жене, снимая пуховик. Крутился быстрее зеленой маски, даже пообедать не успел. Переодевшись и умывшись, сел ужинать. Выпил стопочку коньяку, что делал редко, сильно устав. Прислушался к теплу огненной воды, приятными струйками потекшему из желудка в грудь, в руки и ноги, благодатью заполнившему голову. С аппетитом, ужиная, рассказывал жене о проблемах на работе, о чрезмерных требованиях шефа, о том, что все держится на нем, а никто его не ценит. Надюша, понимающе улыбалась, согласно кивала головой, добро смотрела на мужа. Хорошая у него жена. В принципе, жизнь состоялась. С работой порядок, зарплата нормальная, квартира приличная. «Надюш, а не завести ли нам ребенка?» — спросил Андрей, подтягиваясь, жмурясь от удовольствия и одним глазом хитро поглядывая на жену. «Запросто», — засмеялась Надюша, — «и не будем откладывать на завтра то, чем можем заняться сегодня». Предполагая, что завтрашние хлопоты могут продолжиться, Андрей позавтракал плотнее обычного. «Я тебе бутербродик сделаю», — предложила Надюша. «Не успеешь пообедать, так хоть бутербродиком закусишь». Андрей сознавал, что обедать бутербродом не будет, но согласился. «Только совсем малюсенький, кусочек хлеба и кусочек колбасы, на 2 раза укусить». Сунув целлофановый пакетик в карман, заспешил вниз по лестнице. Открыв подъездную дверь, чуть не сшиб стоящую снаружи собаку. «Привет, белобрысая!» Почему-то обрадовался он и тут же понял, зачем взял бутерброд. Разворачивая целлофан, поглядывал на внимательно наблюдавшую за его руками собаку. Умные глаза, приятная мордочка, которую захотелось вдруг погладить, и длинные прямые волосы, несмотря на дворовость, не производили неряшливого впечатления. Постеснявшись обидеть собаку швырянием пищи, Андрей с опаской протянул ей бутерброд. Собака, на удивление, взяла еду не жадно, аккуратно, отодвинувшись на шаг, не спуская глаз с Андрея, без жадности съела угощение. Облизнувшись, вопросительно уставилась на человека. «Ну все, собака», — поднял руки вверх Андрей. «Благодарить и провожать не надо. Я побежал, а ты...» Он запнулся, не зная, как закончить фразу. Сказать «оставайся» было бы неправильно. Это намекало на «жди меня», а обнадеживать собаку бесперспективной дружбой ему не хотелось. Послать ее на все 4 стороны тоже. Как-то неэтично. Он заметил, что собака подрагивала от холода. В общем, пока. Каждый решает свои проблемы сам. Не ходи за мной. Погрозил он на прощание и заторопился на остановку. Оглянувшись через некоторое время, собаки не увидел. День выдался менее хлопотный, чем вчерашний, но думать о чем-то, кроме работы, времени не было. Возвращаясь домой, Андрей продолжал размышлять над вариантами решения производственных проблем. Выпрыгнув из троллейбуса в холод темного вечера, с удивлением увидел сидевшую поодаль на ледяном возвышении и встрепенувшуюся ему навстречу белую собаку. «Ну ты даешь!» — упрекнул он собаку за ожидание. «Делать нечего, что ли?» Собака вежливо шевельнула хвостом и выжидающе уставилась ему в лицо. Пожав плечами, Андрей заторопился домой. Его уши уловили едва слышное поскуливание за спиной. «Наверное, холодно сидеть на льду», — подумал Андрей. «Интересно, долго ждала? Не могла же она знать, что в 6:15 он будет здесь? Голодная, небось». Съежившись и спрятав шею и подбородок в шарф, Андрей прибавил ходу. Вроде и не сильный мороз, но промозглость какая-то пробирала глубоко. Шарф и куртка от холода не спасали. Время от времени, скашивая глаза, он видел сопровождающего его собаку. Промчавшись мимо ларьков, Андрей рассердился на себя, что не купил животине пирожок.
босиком вон, в отличие от меня. Но возвращаться не хотелось, и он побежал дальше. На подходах к дому собака опередила Андрея и со счастливым выражением морды села ждать его у подъезда. «Ну и чего ты такая счастливая?» – спросил собаку Андрей. Впрочем, он был польщен, что собака запомнила его подъезд. Он вдруг рассердился, что сам пойдет в тепло, в сытость, а она ничейная, бездомная, голодная, но все понимающая и, похоже, воспитанная, останется мерзнуть на улице. Чему радуется? Чем счастлива? Да ему она радуется. На него счастье собачье изливает. Ладно, вдруг решился он. Пошли. И, открыв дверь, жестом пригласил собаку в подъезд. Человек он, в конце концов, или чучело бездушное? Что такое лифт, собака знала. Вошла в тесную ячейку спокойно. «Заходи, не стесняйся», – пропустил Андрей собаку в квартиру. Собака вошла в прихожую и скромно села у стены. «У нас гости, Андрей?» – громко спросила Надюша из кухни. «Ужин готов. Мойте руки и идите за стол». «Лапы мыть будешь?» – спросил Андрей у гостя. «Андрей, ну что за выражение?» – услышала Надежда странный вопрос мужа и вышла поприветствовать гостей. Увидев собаку, брезгливо поморщилась. «Что это?» «Это собака», – вздохнул Андрей. «Она второй день встречает меня на остановке вечером и ждет у подъезда утром». «И что ты решил?» – выдавила сердитые вопросы жена. «Покормить ее? Мог на улице покормить». «На улице мороз. Она замерзла». «Ты что?» – догадалась жена, и лицо ее неприятно покоробилось. «Пригласил животное жить у нас?» «Ну, она сидит вот, аккуратная». Почувствовав, что разговор о ней, собака встала, извинительно шевельнула хвостом, опять села, словно сделала книксен. «Видишь, воспитанная». «Да она грязная». «Вымоем». «У нее, наверное, насекомые». «Обработаем». «Она же бездомная. У всех бездомных собак глисты». Судя по воспитанию, она жила в семье, все понимает, в лифте ездит. Я пригласил ее, и она спокойно прошла в дверь. Потерялась, может, жить негде. «Может, ты и бомжа завтра пригласишь? Ему тоже жить негде», – негодовала жена. «Бомжа не приглашу», – твердо сказал Андрей. «Бомжами становятся из-за лени. Любой человек может найти работу и жилье. А собака? Собака тоже может найти работу». Совсем уж неадекватно скандалила Надежда. Ее лицо покрылось красными пятнами. «Пусть идет сторожа». «Пошла бы», – рассердился Андрей. «Да резюме написать не сможет. Ручку в лапах держать неудобно». «В общем, так», – вдруг успокоилась Надежда. «Тебе решать. Ты мужчина. Хозяин, так сказать. Можешь оставить животное здесь, но я ухожу к маме. И пока она здесь, я живу там». И ушла на кухню. Андрей понял, что это окончательное решение, и Надежда на самом деле уйдет, если собака останется в квартире. Он ткнулся плечом в стену, бессильно повесив руки. «Вот так вот собака», – пробормотал он себе под нос. «Я вообще-то не ожидал такой реакции. Думал, жена добрее». Собака легла на пол, положила голову на примерно сложенные лапы, виновато поглядывала то на Андрея, то на дверь кухни, куда ушла сердитая хозяйка. Брови ее поочередно то поднимались, то опускались вслед за взглядом. Андрей устало вздохнул, повесил одежду в шкаф. «Лежи здесь», – попросил он собаку и пошел на кухню. Надежда сердито гремела посудой. «Ладно, Надюш». Андрей сел за стол. «Покорми ее и...» Он безвольно шевельнул рукой. Надежда поставила перед мужем тарелку супа. Подумав, накрошила хлеба в неглубокую кастрюлю, залила супом, поставила на край стола, велела сердито: «На, покорми». Андрей взял кастрюлю,
Потрогал дно, вроде не горячо. Позвал. «Собака, иди сюда!» Цокая когтями по полу, собака пробежала по коридору и остановилась в двери. «Мог бы там дать», — сердито заметила Надежда. Андрей поставил кастрюльку у стены, разрешил. «Ешь». Надежда что-то мыла в раковине, искоса поглядывая, как ест собака. Собака ела быстро, но аккуратно. Андрей не удержался и протянул руку, чтобы погладить собаку. «Нельзя собаку трогать, когда она ест!» — воскликнула с опаской Надежда. «Укусит!» Андрей погладил собаку по спине. Собака прекратила есть, посмотрела на Андрея, вежливо махнула хвостом. Андрею показалось, что собака улыбнулась ему. «Видишь?» — посмотрел он на Надежду. Собака продолжила есть. Надежда промолчала. Собака вылизывала кастрюлю, села лицом к хозяевам, тщательно облизала морду широким языком, благодарно посмотрела на людей. По взгляду Надежды Андрей понял, что собаке не место на кухне. «Иди на место!» — нехотя шевельнул он кистью. Собака послушно ушла в прихожую. «Видишь?» — укоризненно посмотрел Андрей на жену. «Нет!» — защитилась от мужа поднятыми ладонями Надежда. Ужинали с неохотой и молча. Да и не ужинали вовсе, а так, поковырялись ложками, серчая друг на друга. Надежда слила остатки супа из тарелок в собачью кастрюлю. «Отдай ей и проводи». Андрей сидел молча насупившись. Надежда стала, подбоченившись, выжидающе уставилась на мужа. Андрей тяжело вздохнул, покачал укоризненно головой, позвал. «Собака, иди сюда». Получилось у него это как-то виновато, с оттенками просьбы и извинения. Послышалось торопливое цоканье когтей по линолеуму. Собака остановилась в дверном проеме, вопросительно посмотрела на хозяина, на хозяйку, остановила взгляд на кастрюле. «Ешь», — разрешил Андрей. Благодарно повиливая хвостом, собака аккуратно и теперь уже не жадно съела добавку. Села рядом с кастрюлей, повиливая хвостом и глядя поочередно на хозяина и хозяйку. По собачьей морде было видно, как она довольна, сыта, благодарна и счастлива вообще. Вздохнув, Надежда протянула руку за пустой кастрюлей. Собачья морда метнулась к женской руке. Надежда испугалась, но не успела отдернуть руку. Собака лизнула руку хозяйки и усиленно завиляла хвостом по полу. «О, Господи!» — только и смогла проговорить Надежда, ставя кастрюлю в раковину и стараясь не смотреть на радостную собачью морду. «Андрей!» — требовательно проговорила Надежда. «Проводи собаку». «Не могу, Надя!» — взмолился Андрей. «Предателем себя чувствую. Обогрели, накормили, а теперь на мороз. Коли она тебе поперек души, проводи сама. Но я тебя прошу». Собака, словно понимая, о чем речь, прекратила вилять хвостом, поникла и тоскливо как-то из-под лобья поглядывала на хозяев. «Пойдем», — не глядя на собаку, сердито приказала Надежда и решительно вышла в коридор. Собака, поджав хвост и оглянувшись на прощание, понуро ушла. Закрыв глаза и подперев склоненную голову кулаками, Андрей слышал, как жена молча оделась, как открыла дверь и подождала, вероятно, пока собака выйдет. Затем дверь хлопнула, закрываясь. Немного погодя, завыл лифт. Андрей чувствовал себя так отвратительно, как не чувствовал ни разу за время семейной жизни. Утром завтракали молча, не глядя друг на друга. Молча же Надежда сделала довольно увесистый бутерброд, сунула мужу. Молча Андрей оделся и вышел из квартиры. Собака сидела неподалеку от подъезда, нетерпеливо перетаптывая с лапы на лапу. Увидев Андрея, тихонько завиляла хвостом и виновато заглянула ему в лицо. Андрей погладил собаку по голове, вздохнул. Развернув, подал бутерброд, попросил: «Шла бы ты куда-нибудь, пока мы с женой совсем не разругались». Не успел он пройти 10 шагов, как собака догнала его
и воспитанно пошла у правой ноги. Хорошо, что троллейбус подошел к остановке быстро. «Уходи», — попросил Андрей собаку и махнул рукой, прыгнул в раскрытую дверь и уехал, ни разу не оглянувшись. Работа не клеилась. Андрей думал то о жене, то о собаке. Вернее, не думал, а прокручивал картинки, действующими лицами которых были жена и собака. Вспоминал брезгливое выражение жены, счастливую морду собаки, поникшую, когда ей велели уйти. «Собака раздора!» — придумалось глупое выражение. К концу дня он устал так, будто разгружал вагоны. А как устают грузчики, ему было известно из студенческой жизни. Она, видите ли, брезгует насекомыми, которых можно элементарно вывести. Злился Андрей на жену. А голодное существо замерзает на улице. Взгляд у нее умный, явно не дворовая. Все понимает, в лифте ездит. В общем так, Надюша, решился он, наконец, уходя из офиса вечером. Я, в конце концов, человек. Ты сама будешь всю жизнь мучиться, если однажды утром споткнешься о замерзшую, занесенную снегом. Андрей представил, как, выйдя утром из подъезда, он спотыкается обо что-то твердое, занесенное снегом. Его передернуло. Троллейбуса, как назло, долго не было, и ехала ржавая развалина до нужной установки, переходя на каждом перекрестке, как старик-сердечник, и едва разгоняясь до скорости пешехода на длинных перегонах. Андрей, протопив дырочку в замерзшем окне, приготовился высмотреть, ждет ли его белая собака, но в дырку ничего не было видно. Торопливо выскочил из троллейбуса, радостно оглянулся. Собаки не было. Поникнув, оглянулся во все стороны, смущенно сложив губы трубочкой, неумело посвистел. Собаки не было. Наверное, у подъезда ждет. Успокоил себя Андрей и заторопился домой. Купил 2 пирожка в ларьке, представил, как угостит собаку, ждущую хозяина у подъезда, как она обрадуется, как он приведет ее домой, и пусть Надежда не возражает, раз жизнь не может уступить ему. Уже издали Андрей понял, что у подъезда никто не ждет. «Собака!» — несмело позвал он, подойдя к подъезду, и негромко посвистел, потому что громко не получилось. «Собака! Собака!» Проходившая женщина удивленно покосилась на странного мужчину. Нутро Андрея заполнила тоскливая злость. Положив пирожки на замерзший газон, продиктовал себе ультиматум. В общем так, сейчас он зайдет домой, возьмет из холодильника колбасу и пойдет раскладывать кусочки и искать собаку. Он обойдет все окрестные дома, будет звать у всех подвальных окошек, найдет это умное благодарное существо, приведет в дом. И пусть лучше жена почистит себя от брезгливости, неким брезговать. А если она так категорична насчет «уйду к маме», значит, такова цена ее любви к мужу. Значит, со временем это «уйду к маме» может проявиться и по менее значительным поводам. Сердито открыл дверь, не снимая обуви, молча прошел на кухню, открыл холодильник, схватил небольшой батон копченой колбасы. Подойдет. Он не подумал, как будет ломать колбасу, которую и ножом-то резать трудно. Постукивая батоном по ладони, подобно тому, как многообещающе постукивают палками сотрудники ДПС перед нарушителями, он рванул в зал, где, судя по включенному свету, сидела жена. В общем так, жена, собака будет жить у нас, а если ты... Сначала Андрей увидел спину Надежды, почему-то стоявшей на коленях перед креслом. Из-за Надиного плеча выглянула мордочка, чистая, радостная мордочка. Надежда повернулась к мужу. Андрей увидел в кресле ухоженную, белоснежную собаку с длинными, тщательно расчесанными волосами. Откуда она взяла эту? Мелькнула неприязненная мысль. Я подумала, она на самом деле воспитанная и все понимает. Я выкупала ее, смущенно заговорила Надежда. Так это
та собака, понял Андрей. Собака счастливо глядела то на хозяйку, то на хозяина, тихонько поскуливала и забавно подпрыгивала, сидя, ожидая, когда ей разрешат броситься к хозяину. «Проголодался?» — сочувственно спросила Надежда, увидев в руке мужа колбасу. «Сейчас будем ужинать». Спазм сдавил горло Андрея. Мышцы лица предательски задрожали. Чтобы скрыть выступившие из глаз слезы, Андрей закрыл глаза. Как-то вдруг ослабев, сполз спиной по косяку, сел на пол, откинул голову назад. «Ты чего, Андрюш?» – забеспокоилась жена. «Устал», – кашлянув через силу и не открывая влажных глаз, выдавил Андрей. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.